Вы не поверите, эти интерьерные домики сделаны из гофрокартона и шпаклевки. В этом видео я собрала 3 лучших проекта. Ключница, как из дерева, объемное панно и миниатюрный домик на елку. Для ключницы вырезаем из гофрокартона 3 заготовки. Я сделала сложный подвес, но для него достаточно 2 сквозных отверстий в нижних заготовках. У меня электрический провод в обмотке. Торцы оклеиваем скотчем. Покрываю всю заготовку тонким слоем массы папье-маше. Этот шаг вы можете пропустить. Папье-маше не обязательно, можно сразу покрывать шпаклевкой. Досмотрите это видео до конца, будет более понятно. Вырезаем крышу из плотного картона. Из пластиковой упаковочной корзинки вырезаю окно. Из палочек от мороженого и кофе ставни, кофейная палочка, забор палисадника. На высушенную заготовку наношу тонкий слой строительной шпаклевки. Шпаклевка подойдет любая, марка значения не имеет. Акриловая шпаклевка, готовая в ведерке, или гипсовая финишная в порошке. Если у вас шпаклевка в порошке, добавьте в раствор немного клея ПВА. Будет пластичней и не потрескается после высыхания на картоне. Используйте ту шпаклевку, которая есть в вашем строительном магазине. Кружево клею на шпаклевку и все остальные элементы тоже. Сердечко из массы для лепки. Когда высохнет, шпаклюем заднюю стенку и низ заготовки. Окрашиваю акриловой краской, разведенной водой. И тут же стираю краску увлажненной тряпочкой. Прохожусь по рельефам сухой кистью. Деревянную бусину приклеила на универсальный клей. Покрываем акриловым лаком. Старая рама из Икеи. Шаблоны вырезала из бумаги и планирую из них композицию. Оклеиваем торцы. Я заварила клейстер из муки и воды. Из тонкого гофрокартона вырезаю крыши. Наношу тонкий слой строительной шпаклевки с одной стороны. Оконные рамы из той же корзинки. Когда полностью высохнет, можно окрашивать любыми красками. У меня акварель.
Двери из палочек от мороженого. На универсальный клей приклеиваю искусственный мох. Полоски гофрокартона по размеру рамки и композиции послужат основанием. Кусочки картона от яичного лотка приклеиваю на клей ПВА. Когда высохнет, окрашиваю акриловыми красками. Для миниатюрного домика вырезаем 3 заготовки. Из тонкого гофрокартона вырезаю крышу. Достаточно одного слоя бумаги. Наношу шпаклевку. Щетинистой кистью создаю фактуру. Использую самозатвердевающую массу для лепки. Приклеиваю на клей ПВА. Если нет такого молда, скатайте тонкую колбаску. Мне нужно получить маленькие шарики одного размера. Когда высохнет, окрашиваю акриловой краской, разведенной водой. Стираю краску слегка увлажненной тряпочкой. Методом сухой кисти выделяю фактуру. На клей ПВА приклеиваю искусственный мох, подойдет и вата.
Пропитываю клеем и прижимаю кисточкой. Сухой кистью выделяю фактуру. В акриловую краску добавляю манную крупу и клей ПВА. Добавляю немного снега. Посыпаю глиттером. Проделываю дырочку, вклеиваю пин с петелькой. Обычный картон от коробки, немного шпаклевки. Добавляем немного природного материала, зелени из пластика или массы для лепки. И в руках оживает сказка. Напишите, какой из 3 вариантов вам понравился больше. Увидимся!